Всем привет! Сегодня в планах 3 пиццы. Впервые создадим настоящую итальянскую пиццу. Пиццу из всего, что нашли в холодильнике. А еще будет быстрая пицца без дрожжей и без пшеничной муки. Подписывайся и наслаждайся просмотром. Начнем с самой известной итальянской маргариты. Приготовим тесто по рецепту итальянского пиццайола. На 1 кг муки берем всего лишь 3 грамма живых, а не сухих дрожжей, и воды в 2 раза меньше муки. Уменьшаем пропорции. В 200 мл теплой воды растворяем чуть менее 1,5 граммов дрожжей. Затем всыпаем 400 грамм муки и перемешиваем. Когда немного замесили, только тогда добавляем 1 чайную ложку соли и оливковое масло. Почему? Соль убивает дрожжи. Им контактировать вообще нельзя, иначе придется добавлять дрожжей гораздо больше. А это не очень полезно. Когда тесто становится чуть гуще, продолжаем замешивать его на столе. Вот таким образом, складывая и подгибая к себе. Тесто должно быть немного липкое, но не оставлять следов на пальцах. Нежное, однородное и эластичное. Готовое тесто закрываем. Через час делим его пополам. Замешиваем тесто, постоянно подтягивая и поджимая вовнутрь. Потом снизу закрываем и формируем упругий шарик. Накрываем его и отправляем в холодильник на 5-6 часов. Достали тесто из холодильника. И через 3 часа раскатываем его непременно руками, а не скалкой. Сначала давим, оставляя край нетронутым. Пару раз можем перевернуть. И когда руки уже помещаются, делаем такие движения. Тянем и крутим, тянем и крутим. Прокалываем основу ножом. В идеале нужно печь при температуре 400 градусов, чтобы пицца приготовилась моментально за 4 минуты. У нас же обычная духовка, поэтому сначала выпекаем коржи без начинки 3-4 минуты при температуре 250 градусов. За это время успеем подготовить настоящий томатный соус, ни в коем случае не кетчуп. Помидоры в собственном соку взбиваем блендером. Добавляем оливковое масло и соль по вкусу. Ну и специи. Только базилик и орегано. Так рекомендует итальянский пиццайоло. Подготавливаем моцареллу. Переворачиваем запеченную основу и добавляем 5 столовых ложек соуса. Равномерно посыпаем сыром и ставим в духовой шкаф при максимальной температуре всего на 5-6 минут. Мы немного передержали нашу маргариту, поэтому сыр перезолотился. Все равно класс! Тесто получилось тонкое, пористое, хрустящее, а начинка пальчики оближешь. Вторая пицца получилась более идеально. В холодильнике еще остались сыр, грибы и бекон. Итак, готовую основу смазываем соусом, кладем бекон, грибы и посыпаем смесью тертых сыров. Помним, что в печи оставляем пиццу при максимальной температуре всего на 5-6 минут. Разрезаем ее. Какая же вкуснятина! Как же здесь удержать себя и съесть только один кусок? Ну и третий вариант – быстрая пицца без дрожжей и пшеничной муки.
миску всыпаем 100 грамм кукурузной муки, 2 столовые ложки рисовой муки, 20 грамм кукурузного крахмала, 2-3 столовые ложки растительного масла, пол чайной ложки соли и 100 мл воды. Замешиваем тесто. Делим его пополам. Раскатываем тонко тесто, посыпая мукой. С помощью тарелки ровно обрезаем края. Затем отвариваем размороженные креветки 3 минуты и мидии 5-7 минут. Очищаем морепродукты. Намазываем сырое тесто помидорным соусом. Выкладываем креветки, мидии, сыр и маслины. Отправляем в духовку всего на 5 минут. К морепродуктам подходит базилик либо руккола. Мы результатом остались довольны. Ведь мы получили тонкую, хрустящую, менее калорийную и такую вкусную пиццу. Советуем вам воспользоваться нашими рецептами, потому что это стоит того. До новых встреч!